Всем привет, с града Измаила, Раиса Горяченко. Сейчас очень важная тема томатов, вернее плодов томатов, что с ними происходит. Ведь конец июля, начало августа, очень многие приносили мне, показывали, фотографии отправляли. Вот посмотрите, я примерно вот такие же примеры подобрала, то, что у меня есть, какие были у меня недочеты, и вот теперь хочу вам показать. Вот этот томат, видите, зажарился на солнышке. Это происходит из-за того, что открыто солнце. Открыто солнце этот бачок, и он запекся. Просто-напросто печеный. Толку с него не будет. Я его, конечно, убрала. Далее. Очень серьезная проблема у нас. Лопаются томаты. Именно вот эту при высоких температурах и отсутствии дождей. Это происходит по двум причинам. Первая причина состоит в том, что очень высокая температура. У нас в тени 33-35, на солнце, естественно, и 50, и чуть-чуть больше бывают дни. Получается, что днем сухо, а ночью у нас было 18-19 градусов и плюс высочайшая влажность. Влажность от 80% до 96% были даже такие дни, когда утром выходишь и полностью в воде все стоит, с листьев капает вода. И вот при этом вот такая ситуация происходит. Томаты просто-напросто лопаются от того, что сильная жара, ночью низкий контраст температур и высокая влажность. Если даже поливать эти томаты, просто из-за того, что вот этот контраст, они все равно часть томатов лопают. Лопают, причем даже, смотрите, зелеными лопают. Вот они, видите, вот именно вот такие дни, вот такие происходят проблемы. Еще, почему могут лопать томаты? Томаты могут лопать из-за того, что, допустим, в теплице или же на огороде дачник или огородник приезжает или раз в неделю и поливает интенсивно раз в неделю. У нас очень сухие, жаркие, знойные дни. Все высыхает, и при резкой подаче воды плоды резко вот так вот лопают. Вот что нужно учесть на будущее. Стараться, чтобы в такую жару не менее 2 раз в неделю производился полив томатов. И чтобы не было вот таких вот этих проблем с лопанием томатов, конечно же, нужно и поливать, можно даже и утром укрывать агроволокном. Если это небольшие участки, это можно сделать. Конечно же, мне некоторые огородники, у кого много посажено томатов, приносят и показывают множество таких плодов. И со слезами, вот что такое делать, чем можно спасти. Спасти можно тем, что поливать. Поливать часто, умеренно и, естественно, подкормки, все вовремя делать. Ну, а для того, чтобы не было запеканий томатов, конечно, нужно укрывать агроволокном со стороны солнца. Вот такая важная тема сегодня о растрескивании томатов. Она очень многих волнует, и я решила вам ответить на ваши вопросы, почему это происходит. А происходит потому, что высокая влажность воздуха, недополив, не вовремя поливается, высокая температура днем и низкая температура сравнительно по сравнению с днем ночью. Перед утром особенно. Ну, а я прощаюсь, учтите это все. Прощаюсь с вами, будьте мне здоровы. Пока-пока.